Ваша собака кашляет, а вы почти не обращаете на это внимания. Наверное, подавилась водой, думаете вы, или, наверное, простудилась. В большинстве случаев вы правы, но есть один особый вид кашля, который не имеет ничего общего с першением в горле или заложенностью носа. Это кашель, связанный с сердцем. И именно он может стоить вашей собаке жизни, если вы будете игнорировать его. Потому что, когда у собаки начинает отказывать сердце, первый признак часто настолько обычный, что владельцы просто списывают это на пустяки. Сегодня я покажу вам, как отличить безобидный кашель от кашля, связанного с сердцем, и проведу вас через 30-секундный тест, который вы можете провести сегодня вечером прямо на полу в своей гостиной, чтобы проверить, испытывает ли сердце вашей собаки нагрузку. Добро пожаловать обратно на канал. Я здесь, чтобы помочь вам лучше заботиться о вашей собаке. Заболевания сердца постоянно встречаются у собак, особенно с возрастом и особенно у некоторых пород. Вот что обнадеживает. Ветеринарная медицина прошла долгий путь, и доступные сегодня методы лечения могут подарить собаке годы хорошей и комфортной жизни, но только если мы выявим проблему достаточно рано. Проблема в том, что этот ранний период часто упускается, потому что первые симптомы выглядят точно так же, как просто старение или просто простуда. Подпишитесь, если хотите узнать больше о том, как защитить свою собаку, и оставайтесь с нами, потому что этот домашний тест в конце видео действительно один из самых полезных приемов, которые может вам дать ветеринар. Давайте начнем с того, откуда на самом деле берется этот кашель. Вот механизм, и он проще, чем вы думаете. У огромного количества собак, особенно у маленьких пород и пожилых, один из клапанов внутри сердца постепенно изнашивается с годами и перестает должным образом герметизироваться. Чтобы справиться с этим, сердце увеличивается в размерах, и это поворотный момент. Увеличенное сердце физически давит вверх на расположенные над ним дыхательные пути, раздражая их, и именно это раздражение вызывает кашель. Если болезнь прогрессирует, сердце в конечном итоге теряет способность эффективно перекачивать кровь, и жидкость начинает скапливаться в легких. Это называется застойной сердечной недостаточностью. На этой стадии кашель усиливается просто потому, что собака теперь откашливает жидкость. Так что это не просто случайное раздражение, это предупреждающий индикатор, сообщающий о серьезных проблемах в грудной клетке. Вот почему это так легко пропустить. На ранних стадиях кашель слабый и нечастый может быть 1 или 2 раза в день, и его невероятно легко списать на случайный глоток воды или просто старение. Проходят недели. Кашель развивается настолько постепенно, что никто не замечает этой тенденции. К тому времени, когда владелец наконец-то достаточно обеспокоен, чтобы принять меры, сердце, как правило, уже некоторое время испытывает трудности. Хорошая новость в том, что если вы обнаружите это на ранней стадии, сегодня существуют лекарства, которые могут значительно продлить жизнь собаки и сохранить ее качество. Именно поэтому стоит научиться распознавать это на ранней стадии. Теперь перейдем к практике. Как отличить этот кашель от всех остальных? Внимательно прислушайтесь, потому что признаки довольно отчетливые. Кашель, похожий на кашель сердца, обычно мягкий и влажный, и заметно усиливается ночью или когда собака лежит и отдыхает. Он также склонен обостряться после физических упражнений или когда собака возбуждена. Он развивается постепенно в течение нескольких недель и часто сопровождается более быстрой утомляемостью собаки, чем раньше. Сравните это с питомниковым кашлем, заразной инфекцией. Он звучит сухо, резко и почти как гоготание гуся или автомобильный гудок. Он появляется внезапно, часто сразу после того, как ваша собака побывала рядом с другими собаками. Затем есть обратное чихание, которое выглядит пугающе, но обычно таковым не является. Собака издает быстрый фыркающий или гудящий звук через нос в течение нескольких секунд, а затем все заканчивается, без каких-либо длительных последствий. А у мелких пород также встречается коллапс трахеи, который сопровождается характерным кашлем с характерным гудящим звуком, часто вызываемым давлением поводка или возбуждением. Я могу дать вам эти подсказки, но только ветеринар со стетоскопом и необходимыми диагностическими средствами сможет точно определить, какое именно заболевание у вашей собаки.
Теперь перейдем к обещанному домашнему тесту. Запишите это, потому что это действительно один из самых ценных инструментов, которые вы получите из этого видео. Он называется частотой дыхания в состоянии покоя, и это лучший способ следить за сердцебиением вашей собаки дома. Подождите, пока ваша собака уснет или ляжет совершенно спокойно, не будет тяжело дышать. Посчитайте, сколько раз грудная клетка поднимается и опускается за 15 секунд. Затем умножьте это число на 4. Это даст вам количество вдохов в минуту. У здоровой собаки в состоянии покоя это число обычно ниже 30. Если вы постоянно насчитываете от 30 до 35 вдохов в минуту, пока ваша собака спокойно спит, это тревожный сигнал, указывающий на возможные проблемы с сердцем, и пора обратиться к ветеринару. Этот простой способ может выявить скопление жидкости в легких задолго до появления других симптомов. Проводите измерения периодически и записывайте полученные данные. Зная это, вы сможете. Нормальный базовый уровень дыхания вашей собственной собаки даст вам серьезное преимущество. Вот почему этот тест так эффективен. Часто, задолго до того, как собака начнет кашлять чаще или заметно замедлит дыхание, этот показатель дыхания постепенно повышается в течение нескольких дней по мере незаметного накопления жидкости. Другими словами, он предупреждает вас заранее. Владельцы, которые привыкли считать вдохи своей спящей собаки, особенно если у их собаки уже диагностировано заболевание сердца, обычно выявляют проблемы на ранней стадии и избегают ночной поездки в отделение неотложной помощи. Это стоит вам 30 секунд, но может иметь огромное значение. Небольшая пауза. Если это видео вам помогает, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы оно дошло до большего числа владельцев собак, которым оно нужно. Помимо кашля и учащенного дыхания, есть еще несколько предупреждающих признаков, о которых стоит знать. Во-первых, заметное снижение выносливости. Ваша собака больше не может идти в ногу на прогулках или ей постоянно нужно останавливаться и отдыхать. Во-вторых, обмороки или головокружение, особенно при физической нагрузке или сильном кашле, если ваша собака на мгновение падает, а затем приходит в себя, это требует немедленного визита к ветеринару, а не «давайте подождем и посмотрим». В-третьих, бледные или синевато-серые десны или язык – признак нарушения циркуляции кислорода. И в-четвертых, в запущенных случаях, вздутие живота, наполненного жидкостью в сочетании с затрудненным дыханием. Любой из этих симптомов в сочетании с кашлем означает, что нужно немедленно обратиться к ветеринару. Так что же на самом деле нужно делать и кто находится в наибольшей группе риска? Если у вашей собаки тихий кашель, усиливающийся ночью, или если результаты теста на дыхание показывают повышенный уровень кислорода, запишитесь на прием к ветеринару и подробно расскажите ему о своих наблюдениях. С помощью стетоскопа, рентгена и иногда УЗИ ветеринар сможет точно определить причину и начать лечение. Обратите особое внимание, если ваша собака относится к мелким породам, склонным к заболеваниям клапанов сердца, классические примеры – кавалер Кинг Чарльз Спаниели, чихуахуа, пудели и йоркширские терьеры. Или если у вас собака крупной породы, которая, как правило, страдает от другой категории заболеваний сердечной мышцы. И не забывайте о профилактике дирофилариоза, серьезного заболевания, передаваемого комарами, которое легко предотвратить с помощью лекарств, рекомендованных вашим ветеринаром. И последнее напоминание. Все в этом видео носит образовательный характер и не заменяет визит к ветеринару. Только ваш ветеринар со стетоскопом в руках и необходимыми анализами может поставить вам точный диагноз. Но если вы усвоите сегодня всего две вещи, пусть это будут следующие. Легкий кашель, усиливающийся ночью, требует осмотра, и оптимальное количество вдохов и выдохов в состоянии покоя должно быть менее 30. Напишите в комментариях, вы когда-нибудь обращали внимание на то, как ваша собака дышит во сне? Я обязательно их прочитаю. На этом мы сегодня закончим. С вами был доктор Даниэль Ким. Берегите себя и свою собаку. До встречи в следующем выпуске.